Итак, в этом видео вы узнаете, как пройти игру Mini Days, что для этого нужно сделать и какую самую большую ошибку допускают игроки при прохождении игры. Все это расскажу я, наемник. Рекомендую досмотреть это видео до конца, особенно тем, кто не знаком с игрой Mini Days. Зачастую данный вопрос задают те игроки, которые не особо следят за развитием игры, поскольку информация об этом не сильно поширилась из-за одной интересной ситуации. Я хочу сначала кратко разъяснить вам об этом, чтобы ввести вас в курс дела. Возможно, отталкиваясь от услышанного, вы сможете узнать что-то еще новое. Первое. Что вы должны понять, что сейчас так таковой игры Mini Days нет, поскольку игра, в которую вы играли, больше не поддерживается с 2019 года. Но в 2022 году один из разработчиков игры решил самостоятельно ее обновить, в честь того, что он ушел из всей разработки серии игр. Второе. Игра все же есть, и она существует и развивается под именем Mini Days. В новой версии игры ушедший разработчик добавил достаточно много нового контента, один из которых стала возможность пройти игру благодаря добавленной концовке игры. У меня есть видео на канале, где я делал обзор на эту версию, и если ты не знал о ней, то советую посмотреть это видео. Третье. Скачать последнюю версию игры вы сможете на моем сайте модов, где благодаря общим усилиям фанатов нам удалось перенести игру на ПК. Теперь вы можете поиграть в последнюю версию игры на мобильных устройствах и на ПК. Уже более 10 тысяч игроков сейчас скачало игру, и ты также можешь это сделать, переходя по ссылке в описании. Главной фишкой нового обновления стала возможность пройти игру, но из-за того, что версия игры стала неофициальной, поэтому информация о том, как ее можно пройти, стала по своей мере уникальной. Учитывая эту ситуацию, я расскажу вам, как пройти игру с самого начала до ее конца. Если ты достаточно опытный игрок и знаешь, как пройти игру до 4-го острова, можешь смело промотать видео до эпизода под названием 5-й остров. Именно в этом моменте будет затронута информация об финальной части видео. Всем остальным рекомендую этого не делать. Первое, что ты должен знать, что для прохождения игры достаточно первых 3 персонажей. У тебя могут быть закрыты все персонажи, все бонусные оружия и все дополнительные предметы. Запомни, они не нужны для того, чтобы пройти игру. Поэтому смело выбирай любого открытого персонажа и начинай игру. Сложность для прохождения ты также можешь выбрать по вкусу, это никак не повлияет на концовку игры. Появившись в игре, ты можешь открыть блокнот, где сможешь ознакомиться со всеми основами игры. На одной из первых страниц ты сможешь увидеть карту своего острова и твое местоположение. Перевернув страницу, дальше ты увидишь глобальную карту, где изображено 5 островов. Сегодня моя задача рассказать тебе, как можно попасть именно на 5-й остров, поскольку там ты сможешь закончить игру. Прежде чем мы начнем об этом говорить, давай разберемся, как нам туда попасть. Первое, что ты должен понять, что для того, чтобы перейти на другой остров, тебе нужно найти туда способ переправиться. Для этого тебе на острове, на котором ты находишься, нужно найти средства для передвижения через море. Зачастую в игре это будет лодка, с помощью которой ты сможешь переплыть с острова на остров. Но для того, чтобы это сделать, тебе сначала нужно найти ее, а потом починить, поскольку все средства передвижения в нерабочем для передвижения состоянии. Как найти лодку? Для этого тебе нужно, смотря на карту острова, добраться с западного берега к восточному, где вдоль всего берега ты сможешь найти лодку. Найти ее самостоятельно, исследуя карту или узнав ее координаты. Координаты ты сможешь узнать из найденного блокнота с заметками или узнав эту информацию у выживших, которые обитают на острове. Правда, не все они могут тебе дать такую информацию и не просто так. Для этого тебе еще нужно будет выполнить у них задание. Но особо не надейся на поиски выживших или блокнота, поскольку это достаточно редкое явление. Все же более быстрым и частым способом будет исследуя остров на своих двух. Тем более тебе все равно придется это сделать, поскольку тебе нужно пройти всю карту для того, чтобы добраться к другому побережью. Так как ты находишься изначально на первом острове, тебе нужно добраться, как я ранее говорил, к восточному берегу.
Помимо этого, тебе нужно найти дерево, поскольку лодку, которую ты найдешь, будет сломана, а для ее ремонта тебе нужно дерево. Найти дерево ты сможешь, лутая сараи, машины и здания лесных сооружений. Также добыть дерево непосредственно с самого дерева, но для этого тебе нужен топор. Сам топор ты сможешь найти также в сарае, машинах, зданиях, пожарной станции, возле лесных построек и у выживших. Если говорить про последний вариант, то, честно говоря, это не лучший способ поиска этого инструмента. Nice. Второй остров. После успешного путешествия через море ты сможешь увидеть у себя в блокноте на карте, что ты смог добраться ко второму острову. Также теперь ты не сможешь больше исследовать первый, поскольку лодка, на которой ты сюда добрался, не пережила это путешествие, а других способов вернуться больше нет. Несмотря на это, нам нужно дальше двигаться, и для этого тебе снова нужно добраться к восточному побережью, где ты там сможешь найти новую лодку, которую также нужно отремонтировать. Для ее ремонта тебе нужно найти новый предмет – скотч. Этот предмет ты сможешь найти на заправке, в городах и в машинах. Также ты мог до этого найти этот предмет на первом острове, что достаточно часто случается, поэтому твоя удача может сэкономить тебе время. Поскольку на первых двух островах нет особого смысла оставаться долго из-за низкого шанса найти хороший лут, рекомендую не искать специально все предметы разом на первом или последующих островах, так как предметы, которые тебе нужно найти для ремонта, имеют больший шанс на тех островах, на которых тебе их нужно найти. Звучит немного запутанно, не правда ли? Третий остров. Поздравляю! Все, кто дошел до третьего острова, в моем Discord сервере считаются крепкими новичками, поскольку добраться к этому этапу достаточно сложно новичкам. Чтобы добраться к четвертому острову, твоя задача остается та же. Тебе нужно добраться к восточному побережью и найти лодку. Но на этот раз ее не нужно чинить, поскольку это будет целый катер. Для него нужен бензин, так как катер будет не заправлен. Это достаточно нечастый предмет в игре, поэтому поиски этого предмета могут затянуться. Найти его ты сможешь зачастую на заправках, но также есть шанс найти его в гаражах и больших зданиях. Также у тебя был шанс найти его на ранних островах, что может быть редким явлением. Четвертый остров. Если посмотреть на карту, может казаться, что ты близок к завершению, но как опытный игрок скажу, что это не совсем так. Для того, чтобы добраться на пятый остров, тебе нужно попасть на мост, который ты, возможно, играя впервые, мог не особо заметить и вообще не подумать, что это может быть отдельной локацией. Но он является также отдельной локацией, которую тебе нужно будет пройти. Чтобы попасть на мост, тебе нужно найти на берегу мост, для которого тебе нужна машина, поскольку он будет разрушен. И к удивлению, твоему персонажу захочется использовать транспорт, чтобы перелететь сломанную часть моста. Чтобы тебе это сделать, тебе нужно найти рабочий транспорт, в котором будет бензин. Но поскольку большинство транспорта стоит без бензина, тебе, возможно, также будет нужно найти еще и канистру. Сам транспорт ты можешь использовать любой по вкусу и цвету. После того, как ты найдешь все нужное, рекомендую также собрать снаряжение и припасы, поскольку сам мост будет кишать зомбями, которых нужно будет пройти в любом случае. Рекомендую как минимум иметь ближнее оружие, пачку бинтов, оружие дальнего боя, к примеру мосинку или репитер, и пару банок кваса и пачек риса.
Мост. На записи вы можете увидеть, как я использую хороший мув в виде починки джипа с пулеметом. Таким образом, я себе сэкономил время и силы на дальнейшее прохождение. Если говорить об прохождении, то вашей целью станет просто пройти мост, после которого вас будет ждать долгожданный 5-й остров. Если у тебя вдруг возникло желание также узнать о крутых фишках игры для прохождения, то тогда можешь написать в комментариях, чтобы я снял видео на эту тему. Пятый остров. Поздравляю, вы прошли 80% всей игры. Теперь вас ждет финал. Находясь на 5-м острове, вам нужно добраться к восточной части берега, где вы найдете вертолетную площадку. После того, как вы ее нашли, не спешите использовать приемник, поскольку после использования в вашу сторону начнет надвигаться большое количество зомби. Поэтому, чтобы не умереть по глупости, рекомендую подготовиться к событию. Для этого вы можете построить деревянный забор, найти и разместить различные ловушки и мины, подготовить снаряжение и запас патронов. Рекомендую собрать 2 целых РПК, найти 300 патронов на них, собрать 2 пачки бинтов, целое оружие для ближнего боя и неплохой запас провизии, для того чтобы вы не бегали по локации в поисках еды. Сама волна будет идти на вас от начала вызова вертолета 1 игровой день. Сам вертолет прилетит к вам после того, как вы отобьетесь от всей волны. Пример. Если вы, допустим, вызвали вертолет в 10 утра, то он прилетит на следующий день в 10 утра, не раньше. Поэтому вам придется задержаться на 5-м острове для того, чтобы подготовиться к финальной схватке. После успешного противостояния на площадку прилетит вертолет, на борту которого вам выжившие предложат улететь с вами, чтобы завершить игру, или остаться в игре, чтобы дальше повыживать. Какая самая главная ошибка игроков? По непонятным причинам большинство игроков, которые знакомы с обновлением, почему-то думают, что для ее прохождения нужно попасть на 6-й остров, и что именно на нем можно пройти игру. Но проблема в том, что для того, чтобы попасть на 6-й остров, вам нужно открыть ключ-карту, для которой нужно пройти игру. То есть, если судить по логике тех игроков, нам нужно для прохождения игры открыть предмет, который вы можете получить только после прохождения. Вам не кажется это нелогичным? Нет? А думаю, те, кто посмотрели это видео, поняли, как можно пройти реально игру и не попадутся в такую клетку, созданную из глупой логики некоторых игроков. Ну что ж, а на этом все. Хочу напомнить, что у меня есть плейлист на канале, где я показывал, как сам проходил игру, поэтому кому интересно, можете посмотреть его. Буду благодарен за вашу оценку видео и поддержку на Патреоне. Оставляйте свое мнение в комментариях и до следующего видео.